Привет, Арми. На концерте BTS в Токио сразу же почувствовалось что-то необычное. Дело было не в сцене, не в костюмах, не в самом выступлении. Это было нечто более тонкое, что обычно остается незамеченным. В тот момент, когда BTS вышли на сцену в полном составе, OT7, энергия взорвалась с первой секунды, и посреди всего этого Ким Тэ-хён стоял с мощной аурой, с красным микрофоном в руке, с глубоким взглядом, который, казалось, искал что-то в море зрителей, как будто он не просто выступал, он был по-настоящему связан с ними. Затем зазвучала музыка, и все ожило. Чон Чингук двигался с силой, которая казалась естественной, устойчивой, но в то же время интенсивной, в то время как Чимин двигался легко, почти без усилий, а позади них RM, Джин, Шуга и Джей Хоуп поддерживали баланс, на который способны только BTS. Но посреди всего этого было что-то другое, что-то необычное, и это не исходило со сцены, это исходило из зала. Обычно концерт такого масштаба полон экранов телефонов, вспышек света и людей, пытающихся запечатлеть каждую секунду, но в Токио в тот вечер этого почти не было. Вместо этого было видно море светящихся палочек, фиолетовых и синих, движущихся вместе, синхронно, живых, и их голоса, не просто громкие, а единые, как одно сердцебиение, и вот тут все изменилось. Тэ-хён почувствовал это первым, это было очевидно потому, как он задерживался на зрителях, потому, как крепче он сжимал микрофон, по тем небольшим паузам, которые он позволял себе делать, не потому, что забыл, а потому, что хотел полностью прочувствовать момент. Когда он начал петь, его голос звучал глубже, эмоциональнее, и когда он произнес несколько слов на японском, реакция публики была мгновенной, не хаотичной, а одновременной, как будто все действительно присутствовали в один и тот же момент. Чингук тоже отреагировал на эту энергию. Каждое его движение становилось все более взрывным, резким, но при этом контролируемым. Его вокал становился все сильнее, словно он впитывал энергию из зала и возвращал ее вдвойне. И что интересно, взаимодействие между Тэ-хёном и Чингуком ощущалось более живым, не чрезмерным, но достаточно ощутимым, короткие взгляды. Все более тесные позы, синхронизация движений, словно они разделяли безмолвное понимание. Тем временем Чимин все больше погружался в свой танец. Джей Хоуп еще больше поднимал настроение толпы, а Рэм наслаждался каждой секундой с гордым взглядом. Джин, как всегда, тепло улыбался, а Шуга оставался сосредоточенным со своей фирменной интенсивностью. Это было не просто выступление, это была связь, потому что не было экранов, не было отвлекающих факторов, не было дистанции между BTS и ARMY, вся энергия текла напрямую, туда и обратно, без фильтрации. И чем громче кричала толпа, тем больше BTS отвечали взаимностью, пока вся арена не превратилась в нечто большее, чем просто концерт. Лайтстики двигались, как волны, голосы идеально сливались, и на мгновение все казалось единым целым, не тысячами людей, а одним чувством. Тэ-хёну даже не нужно было много говорить. Он просто стоял, смотрел и позволял этой короткой тишине говорить за себя. И как ни странно, эта тишина ощущалась так же мощно, как и музыка. Чингук, с другой стороны, продолжал расширять границы своих возможностей. Его вокал становился все выше, его энергия нарастала, и все же он оставался в гармонии с атмосферой, не просто выступал, а по-настоящему присутствовал, и в этом заключалось его особое качество, потому что в наше время концерты часто заполнены экранами, люди записывают больше, чем чувствуют. Но в тот вечер все было по-другому. Возвращается не просто атмосфера, это суть самого концерта, присутствие, связь и единение. Тэ-хён не просто выступает, он словно говорит, своим взглядом, своими паузами, тем, как он оживляет каждую строчку. Чингук не просто поет, он словно отвечает, он отвечает на энергию, исходящую от публики, и отвечает ей со всей силой. И, возможно, именно поэтому этот момент кажется таким мощным. Потому что дело не только в BTS, дело не только в ARMY, дело в том, как они в какой-то момент встретились без барьеров, без расстояния. Если мы вернемся к началу, когда Тэ-хён стоял со своим красным микрофоном, глядя на публику, сейчас это ощущается по-другому. Потому что он не просто начал песню, он открыл пространство, где он и Чингук, вместе с остальными участниками, могли по-настоящему общаться с фанатами. И, честно говоря, такие моменты сейчас редки, именно поэтому они кажутся такими ценными. Потому что то, что произошло в Токио той ночью, нельзя было полностью спланировать, это нельзя было репетировать снова и снова в репетиционном зале, это могло произойти только тогда, когда все элементы находились в одном месте, в одно время, с одним и тем же чувством.
И когда это произошло, это было ясно видно. Тэхён больше не был сосредоточен исключительно на хореографии или камере, он чаще смотрел на публику, словно пытаясь запечатлеть каждую реакцию, каждую эмоцию, даже каждую паузу, и оттуда он отвечал не длинными словами, а выражением, тем, как он пел каждую строчку, тем, как он позволял даже самым маленьким паузам казаться дольше. Между тем, Чингук, известный своей стабильностью и совершенством, в ту ночь чувствовал себя немного иначе. Дело не в том, что он терял контроль. Наоборот, он казался более свободным, более непринужденным, как будто он давал себе пространство, чтобы по-настоящему насладиться моментом, не просто исполнять, а чувствовать. И в некоторые моменты было видно, как они оба находятся в одном ритме. Не только технически, но и эмоционально. Когда Тэхён держит ноту, Чингук ее дополняет. Когда Чингук наращивает энергию, Тэхён уравновешивает ее глубиной, и без необходимости в явном взаимодействии все кажется гармоничным. Такие мелочи, возможно, не сразу бросаются в глаза всем, но именно в этом и заключается сила. Потому что дело не в больших, драматических моментах, а в маленьких деталях, которые кажутся реальными. И зрители реагируют на это не отвлекаясь, а полностью присутствуя. Нет экрана, загораживающего обзор, нет задержки между тем, что происходит на сцене, и тем, что чувствует публика, все происходит вживую, без фильтров. И это создает спираль энергии, которая продолжает вращаться. Чем больше BTS дают, тем больше ARMY откликаются, и чем больше ARMY откликаются, тем больше BTS подталкиваются к тому, чтобы отдавать еще больше. В конце концов, грань между артистом и зрителем почти стерлась. Речь уже не о том, кто выступает, а кто смотрит. Речь идет о том, чтобы разделить один и тот же момент. И, возможно, именно поэтому многие фанаты после концерта говорили, что он был другим. Не из-за сет-листа, не из-за места проведения, а из-за ощущения. Ощущение, что в течение нескольких часов все действительно присутствовали. И в этом быстро меняющемся мире, где все часто записывается, воспроизводится и пересматривается на экранах, такие моменты становятся все более редкими. Тэхён, похоже, это понимал, о чем свидетельствует то, как он замедлил некоторые части выступления, дав зрителям пространство для того, чтобы по-настоящему почувствовать, а не просто услышать. А Чингук, со своей неиссякаемой энергией, обеспечил, чтобы каждая секунда оставалась живой, мощной и запоминающейся. Оба, каждый по-своему, создали баланс, благодаря которому вечер казался завершенным. И когда концерт подходил к концу, атмосфера ощущалась не как финал, а как нечто, что хотелось бы продлить дольше. Крики ликования не прекращались, светящиеся палочки продолжали двигаться, и BTS продолжали заряжать энергией, словно это была их первая песня за вечер. Но под всем этим скрывалось тихое осознание того, что такой момент не может длиться вечно. И, возможно, именно поэтому все пытались прочувствовать его глубже. Если оглянуться на весь вечер от начала до конца, становится ясно одно. Дело было не просто в безупречном выступлении, дело было в настоящей связи. В том, как Тэхён смотрел на публику, словно обращаясь непосредственно к ним. В том, как Чингук ответил на эту энергию со всей силой. В том, как BTS как одно целое и ARMY как один голос встретились посередине, без отвлечений, без дистанции. Всего лишь мгновение, и, возможно, именно это навсегда останется в памяти, не только то, что было увидено, но и то, что было почувствовано, потому что в конце концов концерт закончится, свет погаснет, и все разойдутся по домам, но это чувство, когда все находятся в гармонии, чувство, когда ты по-настоящему присутствуешь. Чувство, когда музыка не просто слышна, а прочувствована вместе с вами, вот что останется с вами навсегда. И если вы когда-либо испытывали подобное, вы поймете, это невозможно полностью объяснить, но это то, что вы всегда будете помнить.